Время науки на Радио Река. Вот так вот от медицины мы переходим к физике, дорогие друзья. И сейчас мы поговорим о плазмонах. Плазмон — это такая квазичастица, то есть ложная частица, которая отвечает квантованию плазменных колебаний, скажем так. Для чего это может применяться? Это средство передачи информации в компьютерных чипах может применяться. Как провода для плазмонов могут быть намного тоньше, чем обычные провода. И так далее, и так далее. Мы сейчас поговорим с ученым, который занимается изучением плазмонов и плазмонных волн. У нас на линии доктор Юрий Городецкий, научный сотрудник Карельского университета, лаборатория нанооптики. Доктор Юрий Городецкий, здравствуйте, добрый день, доброе утро. Добрый день. Добрый день. Я очень плохо объяснил, что такое плазмон, и, может быть, вы это сделаете более профессионально. С удовольствием. Плазмонная волна — это, по сути, электромагнитная волна, которая, в отличие от обычного света или волны, радиоволн, ей необходим металл для того, чтобы продвигаться в пространстве. Поэтому появляется очень интересное свойство. Во-первых, волна — это двухмерная, она, вся энергия концентрирована непосредственно в близости от металла. И еще одно очень интересное свойство этой волны — это то, что длина волны плазмона, она существенно меньше, чем длина волны света, что позволяет, например, преодолеть ограничение резолюции оптических приборов, которые существуют на сегодняшний день. Значит, я вот то, что я уже рассказал в преамбуле, что это может применяться для того, чтобы делать какие-то суперпроводники. Во-первых, да, металл. До сих пор, в общем, было известно, что металл — это просто поверхность, которая отражает свет. Как, например, наши зеркала дома, она замечательно отражает свет, ничего не поглощает и не проводит. Но на самом деле, да, с металлом можно пользоваться, то есть металлической поверхностью можно пользоваться в данном случае для того, чтобы проводить свет, световую информацию, оптическую информацию, точно как это делают стекловолокна. Это то, что называется сейчас нанотехнологии. Верно. Расскажите, пожалуйста, какими именно конкретными исследованиями вы занимаетесь в Карельском университете, в вашей лаборатории? Да, у нас относительно молодая лаборатория, мы занимаемся, что называется, нанофотоникой, нанооптикой, и в частности мы изучаем интеракцию вот этих плазмонных волн или интеракцию света с структурами, которые намного меньше, чем длина волны, наноструктур. По сути, все, что меньше, чем длина волны, для глаза человека остается невидимым, поскольку существует ограничение, как я уже сказал, ограничение резолюции полдлины волны. То есть разговор идет о четверти микрона, полмикрона. Это все, что мы можем видеть обычными оптическими приборами. Выясняется, что плазмонные волны, у которых нет ограничения длины волны, могут дать более точную информацию о структурах, которые уже соизмеримы с размером, например, вируса или одной клетки живой и так далее. Насколько вы сотрудничаете в этом смысле с компаниями, всевозможными компаниями хай-тека, с частным рынком? Насколько эти ваши результаты исследований востребованы, скажем так? Да, по сути, то, что мы делаем в лаборатории, на данный момент еще немножко рано имплементировать в технологии. Но, то есть это пока из области теоретической физики? Можно сказать так. Есть очень много прикладных исследований, которые делаются в других институтах. В частности, например, плазмонные технологии используются для диагностики и лечения рака. Мы в основном занимаемся непосредственно фундаментальной теорией, разрабатываем, понимаем, как свет реагирует на всевозможные наноструктуры. То есть вы в лабораторных условиях как бы создаете эти плазмоны и просто их изучаете? Да, например, одна из наших аппликаций — это микроскоп, плазмонный микроскоп, который позволяет не только видеть вот эти вот плазмонные волны, но и, в принципе, измерять и отслеживать ультракороткие пульсы плазмонные, которые бегут по поверхности металла. То есть фактически мы можем видеть очень быстрые процессы, такие как, например, химические реакции или флуоресценция в реальном времени. Да, это очень интересно. А студентам это преподается в рамках какого-то курса? Студентам это преподается в основном в рамках уже
второй степени. Есть некоторые курсы, в которых вводится, скажем, такая глава по плазмонике, но в основном это, конечно, более продвинутые курсы уже на докторат и на вторую степень. Я понимаю так, что это вообще довольно новое направление. Да, направление существует. То есть, конечно, были эксперименты, научные свидетельства этих волн и 30, и 40 лет назад, но в основном интерес науки, я думаю, в основном возник после статьи, которая была опубликована 20 лет назад, которая показала, что свет может проходить через наноскопические отверстия в металле с гораздо большей эффективностью, чем думали раньше. И, в общем, тогда начали заниматься в основном плазмоникой. На сегодняшний день есть немало разработок, как я уже сказал, в сторону медицины и сенсоров, оптических коммуникаций и так далее. А почему название созвучно с плазмой? Имеет какое-то отношение к плазме это? Да, это имеет отношение к плазме, довольно прямое. На самом деле металл для длин волн, которые интересуют наш глаз, то есть для видимого диапазона, это хороший проводник. И электроны, находящиеся на поверхности металла, они ведут себя немножечко как поверхность моря. То есть они довольно свободно перемещаться. Поэтому можно рассматривать их как по сути, плазму, то есть заряженный газ. И это то, что способствует возбуждению этих плазмонных волн. Необходимы определенные условия, которые позволяют создать такую электромагнитную волну, но волна, как я уже сказал, бежит по металлу, то есть ей необходима вот эта вот интеракция с плазмой или со свободными электронами в металле. Ну что ж, большое спасибо, доктор Юрий Городецкий, научный сотрудник Карельского университета. Спасибо за этот очень интересный рассказ. Спасибо, до свидания.